Всем привет. Эй, Ну что, покряхтим. Во-первых, еще раз повторяю, мои расклады и Анины расклады только для тех, кто свою жизнь менять хочет. Не сидит в жертве, да, а что-то пытается делать. Поэтому вот этих вот, как сказать, женщин-самообманщиц на этом канале нет. Только вот так вот, мимо проходящие, потому что женщины-самообманщицы, которым интересно сидеть в жертве, они смотрят расклады сахарные, которые не сбываются, но зато сказку слушают. У меня отношение к Таро более серьезное. Что карты показывают, то я и буду говорить. Если башня, значит все разрушится к херам. Но на фундаменте на этом вы сможете что-то построить, да? Если десятка мечей, значит все разрушится к херам и ничего не восстановить. Так и будет. Так всегда было, есть и будет. Но в последнее время, после ковида, начали появляться такие тарологи, которые вот хотят внимания, хотят кучу народа себе, чтобы их слушали. А для этого нужно расклады снимать сказочные. Поэтому, как говорится, идут вопреки совести, с ними уже карты-то давно не говорят за их вот эти выкрутасы, да, но зато их смотрят и по 100 тысяч просмотров, и по миллиону просмотров, потому что что? Они дают то, что нужно женщинам-жертвам, а женщин-жертв их 99%. Вот меня смотрит вот именно вот этот 1%. А я объясню. Все как вот приходят, работа, все навалилось, но менять они ничего не хотят. Им удобно сидеть в жертве и говорить, что у меня ничего не получится, все мужики козлы, все плохо. И вот они хотят разгрузить свой мозг и посмотреть какой-нибудь легкий расклад. Не для того, чтобы как-то менять свою жизнь, а для того, чтобы просто сделать паузу и ничего не менять, потому что в жертве. Так вот, эти расклады, они для тех, кто хочет что-то делать, кто хочет настоящие расклады, которые говорят правду, что 10 мечей — это все пипец полный. А не то, что это воздушная карта, и тебе 10 воздуха, 10 раз пукнешь, 10 раз подпрыгнешь, $1 миллиард курьер принесет. Примерно вот так вот. Я понимаю, что хочется смотреть сказку, но это Таро-расклады. Их опохабили вот эти недотарологи. Я и сам, как сказать, себя тарологом не назову, потому что у меня нет тех знаний, которые вот получают в течение там всех лет. Я Таро знаю максимум лет 10. Это ничто по сравнению, например, вот с Аней. Она очень давно, много лет. А я так. И ни она, ни я никогда не похабили Таро ради того, чтобы вот куча народа пришло, уши развесили и слушали. Нет, всегда расклады настоящие, а не для того, чтобы вам понравиться, чтобы вы меня целовали нежно-нежно, борщи мне приносили под дверь, да, и кричали: «Дед, молодец, мы тебе пельмени принесем», лишь бы сказал, что там еще жди 20 лет своего мудака. И горю, и самое главное, подсядь на мои расклады. Нет. Моя цель, вот посмотрела ты расклад, поняла, что делать, сделала это и пошла дальше, а не подсела на расклады Таро из сказа. Все, дальше пошла менять свою жизнь. Там через 5 лет мне написала: «Дед, спасибо, я сейчас вот миллионерша. Все правильно ты сказал, люблю, целую, муж мой тоже доволен теперь». И если он на меня сейчас хотя бы голос повысит, я ему как ухайдакую, что мало не покажется. Спасибо, дед, я больше розовые сопли на кулак не наматываю. Вот моя цель.
А вот это вот подсесть вам на расклады, чтобы вы каждый день сказки слушали ради того, чтобы меня постоянно смотрели. Мне это не нужно. Я не хочу вам понравиться. Я не хочу жениться на вас. Поэтому без лапши, все как есть, настоящие расклады. Есть еще тарологи на Ютубе, которые настоящие расклады снимают, но у них просмотров тоже хрен да маленько, потому что женщинам нужна сказка, которая никогда не сбудется, но зато сказка. И они вот приходят на те каналы, где сказка, и подсаживаются, и дают просмотры, и все дают, и все хорошо. А тарологи им это самое, вот именно врут. То бы что, чтобы подсадить их на расклады. Вот здесь расклады, где что-то надо сделать, тебе одного расклада на самопознание хватит, чтобы свою жизнь там за полгода, за год так выстроить, что мало не покажется. И не надо меня смотреть каждые 5 секунд. Сказки тут не будет, тут жизнь, тут настоящий расклад. Я надеюсь, что мы услышали. Если вы ждете сказки, и сейчас скажут карты, у вас все хорошо, все замечательно. Нет, я настроен на тех, у кого проблемы. Поэтому проблемы мы с вами будем решать с моей помощью. С помощью психотерапии, с помощью Таро. Будем решать, а не будем смотреть, сопли на кулак наматывать, я тебя буду жалеть. Не буду я тебя жалеть. Ты сама дошла до такого, зачем жалеть? Для чего жалеть? Чтобы ты дальше глубже в жертву уходила? Нет. Мы будем решать твои проблемы физически, а не то, что я тебя пожалел, иди дальше поплачь, и я у тебя есть, люби меня, пельмени мне приноси, и донаты мне кидай, и почаще мне кидай. Зато ты в следующий раз придешь, я тебе скажу, что еще 20 лет нужно подождать этого мудака и гробь свою жизнь. Нет. Такого не будет. Это так вот делают вот эти вот лапшеведы. Им выгодно, чтобы ты подсела на их расклады. Нет. Посмотри один на самопознание, сделай что-то со своей жизнью и появись лет через 5. Скажи, что у тебя все хорошо. Все, мне большего не надо. У тебя жизнь наладится. Все, мне это плюсик в карму. Я хочу плюсики в карму, а не плюсики там в подписчиках, в тех, кто там по мне сохнет, или еще какую-нибудь ерунду. Я это перерос. Мне это не нужно. Поэтому продолжай смотреть, если ты хочешь что-то в своей жизни менять. Хочешь совсем сильно менять, приходи в проживание. Будешь и Таро знать, и жизнь свою рулить, и энергиями рулить так, как хочешь ты, а не как тебя жизнь, как говорится, наклонит или наклонит. Не знаю, как правильно на кураптоновском языке. И так правильно. Вот это я выдал базу. А теперь одевай штанишки и начинай. Итак, единички. Будет коротко, потому что горло болит. Что нового у тебя на пороге? Знаешь, тебе нужно срочно переключиться со своего вечного «Ой, в моей жизни все сложно». Переключиться на реальность нужно. Вот прямо сейчас к тебе идет шанс убить сразу 2 зайцев. И то, чем ты давно хотела заняться, и то, что принесет тебе конкретные плюшки в кошелек. Ну, плюшки-плюшки. Да, вы меня на разных языках смотрите. Денежки в кошелек.
Вот ты же вечно ноешь, либо деньги есть, но ты работу ненавидишь, либо душа радуется, а денег, как говорится, сивка-бурка украл. Так вот, вот этот новый этап, который к тебе идет, он именно про вот этот баланс. Ты сможешь наконец-то соединить приятное с полезным, причем без вот этого вот адского напряжения, которое у тебя постоянно. Но смотри, тут придется реально крутиться, как бешеная сивка без бурки. Первые пару месяцев примерно. Тебе вот высшие силы, они дадут возможность. Но впихнуть ее вот в твой нынешний график будет очень сложно. Ты либо перестраивать будешь приоритеты, либо, как говорится, пеняй на себя. Речь про что-то вот вроде проекта нового, где ты сможешь и творчество применить, да, и денежки стабильные получать. Какие-никакие, не миллиарды, нет. Ну, хотя бы какое-никакое, как говорится, плюсовое довольствие. Но самое главное, в конце тебя ждет полный восторг. Типа вот этого чувства, вот знаешь, когда у тебя в голову приходит, блин, а я мощная, да, а я могу, понимаешь? И все вот эти твои, которые сейчас идут, а вдруг у меня ничего не получится, они медным тазом накроются. Но стартовать надо сейчас, иначе ты профукаешь момент, и тебя просто опередит какая-нибудь другая выскочка. А что ты хотела? Как говорится, в большой семье пельменями не щелкай. Я сейчас думаю, как же меня поняли на других языках, а не на кураптоновском. Ну, а что поделаешь, да? Ну, я стараюсь переводить более понятно. Что тебе нужно отпустить, чтобы это новое впустить? Знаешь, метаться хватит. У тебя же вот это вот постоянно. Ой, я все брошу, махну на все рукой, да нахрен мне это упало, и я дальше пойду. А нужно как? Сейчас я всех как построю и буду контролировать каждую мелочушечку, и вы мне все, как говорится, кукареком запоете. Я буду слова подбирать, потому что когда я с вами разговариваю и отпускаю все тормоза, то я потом часами сижу, перевожу, чего я наговорил, потому что на других языках это очень непонятно. А кураптоновский — наш родной с вами язык. Итак, твой мозг, он сейчас, знаешь, как два дурачка в одной голове. Один орет: «Давай рискнем, зажигай», а второй такой холодно, такой бубнит. А вдруг там провал? Давай посчитаем все риски. А знаешь, в чем прикол? В том, что оба они неправы. Твоя беда в том, что ты или несешься вперед, сломя голову, без плана, без ни хрена, или застреваешь в бесконечных анализах, и так и ничего и не делаешь. Вот надо как раз вот эту петлю и резать. Выбери что-то одно. Или ты принимаешь, что жизнь — это не только расчет, или там признаешь, что иногда нужно просто довериться потоку. Одно из двух. Понимаешь? Но вот прямо сейчас тебе мешают оба этих подхода. Ты либо мосты сжигаешь, либо стены строишь. Вот брось это дело. Новое, оно войдет, если ты перестанешь быть вот этой то безумная авантюристка, то занудная контролерша. Выдохни и займи середку. То есть нейтральную позицию. И решай по ситуации, а не по своему шаблону в голове, понимаешь? А что будет, если это новое впустишь? Ну, знаешь, это будет жестким, прям вот, как сказать, жесткий замес. Ты получишь то, о чем ты просила, но расслабляться нельзя. Вот представь, ты все вроде правильно сделала, да, силы вложила, и тут бац, и кто-то пытается тебя подсидеть, да, или условия меняются в последний момент. Вот придется постоянно начеку быть. Вот как я. У меня всегда в машине ездит бита. То есть никто не нападает, да, а бита есть. Почему? Потому что я профессиональный бейсболист.
И у тебя. Но это ни в коем случае не значит, что там все прахом пойдет. Нет, но за свое надо бороться зубами. Вот ты думала, после принятия решения наступит покой. Ну нет, конечно, нет. Тебе дадут шанс, но его будут пытаться отобрать. Либо там конкуренты включатся, либо свои же подружайки, вот эти змеюки подколодные доброжелатели якобы начнут за спиной шептунки делать. Суть в том, что расслабляться нельзя. Ты должна будешь готова защищать свои интересы, но это ни в коем случае не катастрофа. Просто вот пойми, впустить новое — это не финал, это не конечная точка, это только начало на новой вот этой схватки, понимаешь? Зато если выстоишь, ты будешь терминатором, понимаешь? Сейчас, кто меня на английском языке смотрит, они вообще ничего не поняли, но ты будешь терминатором, прям неуязвимый. Главное — бдительность не теряй и не вестись вот на эти красивые обещания. А еще лучше, да, когда ты начнешь подниматься, у тебя начнут появляться якобы много подружек, которым на тебя было насрать, когда ты была на дне. Поэтому проверяй все. Все и всех лично. И держи, как говорится, руку на пульсе. Давайте перейдем ко второму варианту, а то я сейчас весь сольюсь в двоечках. Двоечки мои любимые, что новое у вас на пороге? Ну слушай, у тебя сейчас состояние такое, когда тебе вот под нос реально суют классную возможность. А ты упираешься и в пол смотришь. Типа, ой, у меня в жизни и так все сложно. Это все фигня какая-то. Но знаешь, дело в том, что вот эта штука, она не просто так приперлась. Она тебе как воздух нужна. Только беда есть. Ты настолько забила голову всякой своей паранойей, что ты даже не видишь, где реальность, а где твои же страхи. Все, как говорится, вот раздули все вот это до размеров слона. Понимаешь? Тут нет лотерейного билета. Есть конкретный шанс изменить то, над чем ты годами в подушку плачешь. Но пока ты сидишь и копаешься в своих «а вдруг?», «а что, если там у меня не получится?», все это мимо проплывет. Тут не просто вот подумай, да, тут надо мозги включать и перестать верить каждому чертику из табакерки, который в твоей голове катастрофы рисует. Чем дольше ты будешь сомневаться, а ты поняла, про какой я шанс, тем больше ты рискуешь прозевать этот момент, когда дверь захлопнется. И я не запугиваю ни в коем случае. Это констатация факта. Время не резиновое. То тебе нужно отпустить, чтобы новое впустить. Так, знаешь, вот корень зла в чем? Вот тебе, так как ты у меня двоечка, срочно надо бросить вот эту привычку свою дурацкую, таскать на себе всех, кто тобой пользуется. А именно это ты и делаешь. Это дай, всем раздаешь. Ты же у меня добренькая. Понимаешь? И еще тех, кто вечно твои старания воспринимает как должное, даже спасибо не говорят. Потом еще норовят подгадить. А ты как попугай.
Надо помогать, надо быть командой, я там всех люблю. Они тебе взамен что? Они тебе взамен пшик. Пукнули взамен. Ты реально думаешь, что если ты будешь и дальше в людей вкладываться, которые даже спасибо не могут сказать, то что-то изменится? Нет, ничего не изменится. Пока ты разгребаешь чужие косяки за просто так, твое собственное дело стоит. Или ты решила, что там до пенсии будешь вечным вот этим, как их называют-то, которые только начинают, подмастерьем. У тех, кто твое имя даже запомнить не знает как. Слушай, тут даже думать нечего. Рви вот эти связи токсичны. Страшно будет, да, у тебя еще есть этот страх остаться одной. Начнешь с нуля, зато потом не придется смотреть, как твои идеи и твои силы работают на чужой успех. И тут и нет капельки даже эгоизма. Это элементарное уважение к себе. Что будет, если это новое впустишь? Ну, смотри, если в руки возьмешь все свои, да, то просто понесется все вот так, что вот сама офигеешь. И речь не про то, что что-то может получиться, да, нет. Тут конкретно будет результат. Причем такой, что даже вот скептики зауважают тебя. Ты сама создашь то, где вот не надо ждать подачек, одобрения. Вот смотри, я по-другому скажу. Ты начнешь действовать четко, без соплей, без тем более, не дай бог, розовых соплей. И через какое-то время ты увидишь, как вокруг тебя формируется настоящая стабильность. И это не про домик у моря, да, а про реальные вещи. Семья перестанет трястись из-за денег. В доме появится ощущение фундамента, то есть все нормально. А то у тебя сейчас, знаешь, дома ощущение, как будто домик карточный, как будто вот-вот развалится. Главное, в первый же месяц не останавливайся. Косяки будут, да, будут. Это, ну, жизнь такая. Косяки они всегда будут. Идеально ничего никогда не будет. Но если ты не сдашься, то получишь не просто там копеечку, да, а систему, где все работает, как часики, там швейцарские. И это только твоя заслуга будет. Не везение, не вот это не повезло, не пронесло, а именно твои мозги, твои действия. Поэтому хватит ныть, пора режим включать. Я все могу. И я всем, как говорится, в рот победю. Это мы так разговаривали между мной и Аней. Ну, между нами. Не, мы всех в рот победим. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, ну тут даже вам трактовать не нужно, да? Что новое у вас на пороге? Ну, ты сейчас, вот сейчас именно, ты топчешься на пороге вот серьезной разборки с самой жизнью. Жестко звучит, но это правда. К тебе идет такая ситуация, где тебе придется доказывать, что ты не верблюд. А речь про твои принципы, про твои там ценностями, про твое дело, которое ты годами строила. Кто-то сейчас реально лезет на твою территорию прям с вилами, и тебе придется отбиваться. С одной стороны, это стресс, конечно, но, знаешь, с другой стороны, это шанс зубки свои показать и доказать, что ты не пальцем делана.
Но самое смешное, знаешь, если ты выстоишь в этом дерьме, да, то ты получишь не просто победу, а фишечку стабильную. Типа вот независимость, денежный поток откроется, уважение, которое на тебя будет работать. Ты же вечен, как в белка колесе сейчас. И вот эта хрень, она закончится тем, что ты сможешь наконец-то, как говорится, булочки свои расслабить и жить с таким чувством, что ты все сделала, как говорится, по-взрослому. Только вот есть проблема, ты розовые очки можешь одеть. Вот не надевай их, потому что, знаешь, драка серьезной будет. Тебя попробуют поставить на место, на тебя надавить или даже сломать. Но по картам мы с тобой видим, что у тебя и сил хватит отпор дать, да, дать им всем звездюлей. И выйти сухой из воды получится. Главное, не сливайся в первых раундах. Ори, плачь, там посуду бей, но не отступай. Это твое, и тебе ее защищать. И вот после всей вот этой катавасии, да, ты наконец-то купишь себе то, о чем ты давно мечтал. Ну или просто почувствуешь, что жизнь, как говорится, налаживается. Просто помни, знаешь одно, халявы не будет. Придется, как говорится, вкладываться по полной энергией, силами, всем-всем-всем. Что тебе нужно, чтобы новое отпустить? Ой, впустить. Знаешь, вот сейчас по картам проблема твоя в том, что ты на перфекционизме зависла, как вот, как вот мухи на липучке прилипают. Ты сейчас реально думаешь, что если ты будешь вкалывать 24/7, вылизывать каждую деталечку и контролировать каждую мелочь, то Вселенная тебя вознаградит. Вот это твое надо сделать идеально, чуть-чуть еще подкорректирую, или там вот это вот я сама все сделаю, я сама разберусь. Это не круто. Это тупик твой. У тебя цикл, в котором ты застряла, а он — это бесконечное шлифование одного и того же. И это просто убивает твой шанс на нормальные изменения. Понимаешь? Ты человек, который копает яму глубже, вместо того, чтобы перелезть через нее. Понимаешь? Хватит выжимать из себя все соки ради иллюзий контроля. Пойми, жизнь — это же не линейка. Понимаешь? Жизнь — это не такая штука, где вот все зависит от твоего упороться. Понимаешь, 24/7. Есть вещи, которые просто случаются. Судьба, там, удача, называй как хочешь, без разницы. Пока ты вот сюсюкаешь над каждой песчинкой, мир, он проносит мимо тебя классные возможности, просто потому, что ты не подняла голову от своего вот этого микроскопа. Отпусти ты эту хреновину. Перестань верить, что там без твоей вот этого сверхконтроля все развалится. Мир не рухнет. Мир не рухнет, если ты разочек схалтуришь или доверишься потом. Да, страшненько, я знаю, потому что ты привыкла вот это вот все под микроскопом. Но это единственный способ прорваться к чему-то настоящему. То есть хватит цепляться за безопасность своей рутины, потому что она тебя душит. Что будет, если новое впустишь? А тут понятно. Если ты решишься, то сначала будет полный пипец. Понимаешь? Ну, ты почувствуешь себя брошенным щенком под дождем. Без денег, без поддержки, может, даже без понимания, куда дальше идти. И это не фигура речи, это реально будет больно и страшно. Ты потеряешь то, за что ты раньше цеплялась, и сначала будешь орать: «Хочу вернуть все как было, хочу уйти оттуда». Но знаешь, в чем прикол?
Именно вот это, какашечное, да, оно и откроет тебе дорогу к чему-то настоящему. Вот после того, как ты выплачешь, как говорится, 10 слез, да, ты просто поймешь, что больше ты не связана со старыми вот этими обязательствами или страхами, там, ожиданиями чужими. И вот тогда придет инсайт в виде ключа. Понимаешь? Ну, я имею в виду ключ вот этот, который вечно бьет по голове. Ты возьмешь и начнешь с чистого листа. Просто вот встанешь и пойдешь в новую сторону, как ребенок, когда учится ходить. Споткнешься, да, будут синяки, будут, но это твой путь будет. Никаких стратегий, никаких планов, просто движение туда, где тебе реально хочется быть. И самое интересное, ты выживешь. Не просто выживешь, ты начнешь дышать полной грудью. Перестанешь бояться потерять то, что тебя и так вообще не грело никогда. Сделаешь то, о чем даже не думала раньше. То есть выйдешь за рамки. Ну, конечно, легко не будет. Ты пройдешь через жопу, прежде чем вылезешь к свету, понимаешь? Зато потом самой себе спасибо скажешь. И всегда помни, что дед всегда рядом.